Всем привет! Мы находимся в мотопарке «Мотомастерство». Меня зовут Алексей Ярыгин, я мастер спорта по мотокроссу. Сегодня мы будем говорить про основы прыжка в мотокроссе. Надо понимать, что прыжок – это сложный и довольно опасный элемент в мотокроссе. Поэтому прежде чем его тренировать, нужно иметь определенную базу. У вас должна быть сформирована правильная стойка, и вы должны уметь свободно балансировать на мотоцикле. У вас должно быть адекватное чувство газа во всем диапазоне оборотов двигателя, и вы должны его точно дозировать на ровной поверхности. Я расскажу про базовый прыжок с приземлением на плоскость, с которого нужно начинать отрабатывать прыжки, и про трамплин с приземлением в приемник, который мы называем стол. Любой трамплин начинается с вылета. Вы должны запомнить, что траекторию полета определяет дозировка газа и положение корпуса на мотоцикле. На вылете вы должны добавлять газ, чтобы мотоцикл стабилизировался в полете. Начинать лучше с разгона до трамплина, затем прикрываем перед трамплином газ и добавляем его в отрыв. Итак, разгон до трамплина, сбросили и в отрыв. Это позволяет быстрее выработать чувство дозировки газа в отрыве. Нельзя прыгать на постоянной, ровной, небольшой строке газа. Скорее всего, вы получите поджопник и приземлитесь неправильно на переднее колесо. Нельзя открывать газ неадекватно резко. Тогда, скорее всего, вы вылетите в свечку и приземлитесь сильно на заднее колесо. Положение тела на мотоцикле зависит от конфигурации вылета и дозировки газа. Если вылет острый и короткий, то мы находимся дальше в задней части мотоцикла, то есть в задней стойке. Если вылет более пологий, то мы находимся в средней стойке. Только постоянная практика и частые правильные тренировки позволят вам верно подбирать газ и положение тела под разные отрывы. При приземлении на плоскость первым касается заднее колесо, тогда приземление будет мягче. В момент приземления нужно открыть газ, чтобы мотоцикл стабилизировался, и если песчаный или грязевой грунт не завяз в нем. Нельзя приземляться на переднее, либо на два колеса. Тогда можно получить жесткий удар и потерять контроль мотоцикла. Нельзя приземляться сидя, тогда вы получите жесткий удар в корпус. Приземляться надо в стойке и использовать ноги как амортизаторы. После того, как вы научились уверенно прыгать на плоскость и контролировать длину и высоту полета, можно переходить к более сложным трамплинам с приземлением в приемник, то есть к столам. В отличие от трамплина на плоскость, трамплин с приземлением в приемник более опасен, потому что его нужно четко попадать, и недолет либо перелет его может привести к падению. Техника отрыва на столах такая же, как и на других прыжках. Чтобы уменьшить высоту и длину полета, при отрыве нам нужно сделать присест. Тем самым мы снимаем вес с амортизации мотоцикла, но он летит ниже. Если же нужно увеличить высоту и длину полета, то отрываться нужно в жесткие ноги. В нашей школе мы отрабатываем столы постепенно. Так как перелет трамплина намного опасней, начинаем с небольших недолетов и постепенно увеличиваем длину прыжка, тем самым ступенчато подбираясь до приземления. Чтобы точно попадать в приемник, можно корректировать наклон мотоцикла в полете. Для этого можно переносить корпус вперед, назад, либо поджать ноги. На столе приземление возможно чуть на переднее колесо, чуть на заднее, либо на два. Важно не допускать слишком большого угла наклона мотоцикла относительно приземления. Обязательно нужно открывать газ при приземлении, чтобы мотоцикл стабилизировался. Нельзя забывать, что прыжки – это самый опасный элемент в мотокроссе, поэтому не торопитесь, не форсируйте тренировки. Желательно, чтобы со стороны смотрел тренер и корректировал ваши ошибки.
потому что объективно оценить технику прыжка на начальном этапе можно только со стороны. Надеюсь, информация была полезна. Подписывайтесь на канал Stantex и приходите заниматься в нашу школу мотомастерство.